Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен сборке Райана на отечественном российском контроллере, ядреном контроллере 24-фетном. 600 ампер фазные и 300 ампер батарейные токи. Для того, чтобы снабдить два мотора, будем ставить два контроллера, или более бюджетная версия, одномоторная с одним контроллером. По тормозам с завода идут, как вы знаете, МТ-7 Pro Magura, они без датчиков, соответственно, там нету рекуперации при торможении. Мы же поставим МТ-5, также 4-поршневая, но с датчиками, и роторы будут у нас вот с теплоотведением, с радиаторами, с охлаждением. Так, свет поставим на свет и прочие вещи, в том числе и поворотники у нас будут такие вот влагозащитные кнопки специальные. Сам свет у нас будет Мотовольф итальянский на коннекторах, в случае чего можно самостоятельно будет его поменять. Далее свет будет устанавливаться на карбоновый кронштейн. Так как самокат у нас почти весь из карбона, то не будем отходить от традиции, и вынос тоже будет у нас карбоновый. И сердцем у нас будет вот такая вот батка. Почти 5 ампер часов на 72 вольта, максимальный заряд у нас 84 вольта. Движемся с вами в мастерскую. Погнали! Итак, друзья, у вас это заняло 2,5 минуты, у нас это заняло 2,5 месяца. И абсолютно голый Рион мы превратили в один из самых технологичных, быстрых и насыщенных по функционалу электросамокатов. Итак, пройдемся с вами по кругу сверху вниз и посмотрим, чем же он отличается от базовой комплектации. Поехали!
Итак, на заводской базовой комплектации у нас абсолютно голый руль, грипсы и тормозные ручки. Мы же добавили сюда несколько блоков управления. Один отвечает у нас за передний свет и скоростной режим, а второй блок управления поворотниками, габаритами и сигналом. Сам головной свет мы установили на карбоновый кронштейн. Вот такой у нас вынос карбоновый, так как самокат у нас в основном из карбона весь. Мы от традиции не уходим, веса не добавляем. Сам свет итальянский, Motovulf. Светит мощно. Как настроите, соответственно, такой угол атаки света у вас и будет. Если по прямому, то будет слепить. У них нету отсечки. Большая коса вот такая вот образовалась. Здесь у нас проводка. Раньше не было ничего, кроме гидролиний. Сейчас у нас такая жирная коса. Свет на коннекторах. То есть мы можем его, в случае, если перегорела одна из ламп, просто отключить и соединить. Также поставить новую. Это делается в 2 движения. Не нужно залезать внутрь и с проводкой морочиться. Сзади у нас такие стильные дизайнерские поворотнички с габаритами. В качестве альтернативного варианта эти габариты можно использовать как стоп-сигналы. Для этого необходимо подключить их на тормозные концевики. Но если вы хотите, чтобы у вас были и габариты, и стоп-сигналы, и поворотники, тогда необходимо устанавливать 3-секционную оптику. Тормозная система. С завода идет Magura MT7 Pro. Это качественная 4-поршневая гидравлика из Германии. Она не оборудована тормозными датчиками, а это означает исключительно механический процесс торможения, у которого более длинный тормозной путь. Он требует больших усилий при нажатии ручки тормоза, а также отсутствует регенерация заряда батареи во время торможения. Для решения вышеперечисленных задач мы устанавливаем 4-поршневую гидравлику Magura MT5E. Это те же тормоза, но с концевиками. Благодаря этим датчикам во время торможения происходит рекуперация энергии, помощь торможения мотором, снижение износа тормозной системы и уменьшение самого тормозного пути. Рион – это гиперсамокат в первую очередь из-за своих скоростных качеств, поэтому тормоза очень важны при таких нагрузках. И чтобы тормозные диски не перегревались и не гнулись, вместо обычных заводских роторов мы ставим профессиональные 140 мм тормозные роторы с теплоотведением, вентиляцией и радиаторами. Также добавим с вами вместе на поршни вот такие кольца. Поменяем заводские невзрачные кольца вот на такие красные в стиле анодированных шайб и, собственно говоря, лучиков на тормозном диске. Поехали! Батарейка. По сравнению с американской комплектацией мы можем предложить вам 2 варианта батарей. Один на запас хода и второй высокотоковый на скорость. Американцы предлагают нам только один вариант на 28 ампер-часов высокотоковая батареечка с БМС-кой на 400 ампер. У нас батарея на запас хода делается из ячеек Tesla 21700. Приблизительно около 35 ампер-часов, 72 вольта, максимальное напряжение 84 вольта. Высокотоковая будет на Samsung 40T, получается 28 ампер-часов, максимальное напряжение 84 вольта. И токи разряда там у нас где-то 140 ампер и кратковременные 245 ампер. Что касается БМС-ки, БМС-ка у нас на 150 ампер, пиковая 300 ампер, БМС антовская. Все делается через приложение. Также стоит термодатчик, который в случае перегрева батареи отключает питание. Едем дальше. Итак, добрались до мотора. Мотор Rhein Trust. В первых версиях моторов на Rhein было 60 мм, магнита здесь уже 65 мм. Естественно, всем уже привычная фирменная вентиляция, то есть боковые крышки с 2 сторон с отверстиями для вентиляции. Сама дека у нас тоже с специальными воздуховодами. И в принципе получается достаточно неплохо. Какое-то охлаждение да есть. У нас, правда, выходит теплый воздух от батареи, тоже отсюда попадает назад.
Здесь в идеале, конечно же, делать воздухозаборники, какие-то лопатки, чтобы воздух туда целенаправленно заходил. Но в целом достаточно неплохо, естественно, вентиляция работает. Мотор Rhein Trust с завода идет без термодатчика. Мы устанавливаем сюда, как уже мы ранее говорили, термодатчик и снимаем температуру с мотора, в случае чего контроллер будет снижать мощность подаваемую. Ну а если совсем скипит, то и отрубит. Но гидроизоляция, сами понимаете, страдает. Ее здесь просто практически нету. Моторы у нас с вентиляцией, корпус с вентиляцией и защита контроллера также у нас с вентиляцией. То есть для теплых стран, либо для самых отчаянных водителей. Мы можем предложить адаптированную версию для России и каких-то вот погодных условий, схожих с нашим климатом. Моторы идут без отверстий в крышках. Вкачиваться в них будет уже поменьше. То есть, если мы здесь пиковое значение имеем около 12 киловатт, то сюда, наверное, не больше семерочки будем вкачивать. Зато с гидроизоляцией вопрос решен. Это тот же самый мотор, просто без вентиляции. Также мы будем предлагать корпус без вентиляции, с заглушками. И отсек контроллера также будет полностью заизолирован. Соответственно, все будет влагозащищено. Это адаптированная версия, естественно, где-то процентов на 40-50 дороже заводской райновской сборки. Но зато вы можете ее эксплуатировать в дождь. Контроллер ядреный на 24 фета, 20-киловаттный. Расположен у нас вот в таком вентиляционном отсеке защитном под карбон, что немного убивает расстояние, но клиренс по-прежнему у нас вот более-менее приемлемый в районе 12 сантиметров. Так, сам контроллер у нас не будет греться, помимо того, что он имеет огромный запас прочности и мощности. Также там еще сделано теплоотведение, то есть весь жар будет уходить в определенный радиатор. Ядреный отечественный контроллер слегка уступает американскому Rheintronic по цифрам. То есть там у нас фазники 700 и батарейный 400 ампер. Однако, как мы понимаем, без принудительного охлаждения эти моторы не смогут пережевывать такие огромные значения. Соответственно, эта разница между нашим и американским контроллером нивелируется. У нас 600 ампер фазные токи и 300 ампер батарейные токи. По сути дела, если только воздушное охлаждение, то мы не используем контроллер на полную мощность. Также по сравнению с американским контроллером, где через приложение можно какие-то настройки менять, да, отечественный наш ядреный контроллер гораздо богаче по функционалу. То есть мы можем с вами изменять очень много тонких настроек. И нарастающие и убывающие токи, и кривая, по которой работает ручка, да, то есть в основном это экспонента, и различные режимы тоже можем настроить. То есть у нас может быть эко, нормал, буст, чего опять же нам американцы, к сожалению, не могут предложить. Нет никакого замка зажигания, нету никаких здесь ключей, сканеров, отпечатков пальцев и так далее. Единственный блокиратор – это пароль, который мы можем задать на ядреном контроллере. Вводится он с дисплея. Также в дисплее имеется USB-порт и слот microSD. Слот microSD для того, чтобы вы могли банально сохранить все эти настройки на карту и перенести на любой другой транспорт, на котором используется также ядреный контроллер. В целом, замерять разгон на таком контроллере неблагодарное дело, потому что как настроишь, так он и поедет. То есть, если на максималку настроить кратковременно турборежим 3, то в принципе соточку он сделает за считанные секунды. А если щадящий режим, то будет гораздо дольше ехать. В целом, основным этапом после сборки и доработки является режим тестирования. Этап тестирования и настроек. То есть, выставив количество полюсов и магнитов в моторе, недостаточно для того, чтобы корректно отображать скорость на спидометре. Поэтому производится этап калибровки. Кому интересно, мы вам его сейчас продемонстрируем.
Прежде чем мы выкатимся в город, хотелось бы отметить, что данная комплектация у нас получилась с одним мотором в районе 30 килограмм. Достаточно легкий аппарат при тех возможностях, которые он нам может продемонстрировать. Отлично подходит и девочкам, и мальчикам. Странное ощущение, первые километры будут очень непривычно. Легкая, но очень мощная вещь у вас под ногами. Однако со временем вы привыкнете и поймете, что в принципе это действительно технологический прорыв. Такая мощь при таком легком весе. Ну что же, в город! В первую очередь, почему этот самокат держит хорошо дорогу и скорость? В нем нет никакого воблинга, он идеально сбалансирован конструктивно и, конечно же, в первую очередь резина. Это PMT-шная итальянская резина, держит на любых скоростях идеально. Значит, у нас здесь слик стоит, да? Есть вариант PMT, также оригинал, вот универсальные покрышки. Они также бескамерные. Обычно сзади ставят 110, чтобы пожирнее было. Спереди 90, ну максимум соточка. Но в целом можно и там ставить 110, самые жирные покрышки. И есть вариант от комплектации вот на Blade Z. Это камерная уже покрышка. Она чуть толще, чем PMT-шка, но в целом дорогу держит чуть хуже, но зато, что говорить, и по стоимости она ниже. Итак, что у нас здесь по функционалу? Давайте рассмотрим, что вообще на руле добавлено, что за что отвечает и как управляет. Так, слева направо. Блок управления значит, поворотниками, габаритами и сигналом. У нас установлен мотоклаксон. Дисплей от ядреного контроллера. В базовой комплектации, конечно, никакого дисплея нет, вся информация только с приложения на телефоне. Так, далее кнопки, отвечающие за скоростной режим. При переключении меняется, соответственно, отображение текущей скорости на дисплее. Вторая кнопка отвечает за свет. Ручка газа и ручка тормоза. 3 температуры по самокату мы с вами мониторим. На дисплее у нас отображается множество различной информации. Мы подключили 3 температуры. Здесь у нас показывается температура контроллера, ниже идет температура мотора. Соответственно, полная автоматизация управления мощностью и нагревом. Если у вас где-то уже подходит рубеж нагревания, соответственно, сбрасывается мощность, либо полностью отрубается. Итак, мы вам в этом выпуске продемонстрировали полный цикл сборки и доработки американского электросамоката Rion. Также
уже на финишной прямой. Дека покрывается противоскользящей защитной антигравийной пленкой. В следующем году, я думаю, мы вообще перейдем уже на гидросиликоновую пленку. Ее будет очень сложно порезать, испортить и вообще что-либо с ней сделать. Для тех, кто боится ездить просто на пленке, хотя она имеет эффект антискользящий, он такой прорезиненный коврик у нас становится, можем дополнительно предложить вам вот такую самоклеющуюся пленку антискользящую. Это в простонародье называется наждачка. Пару полосочек фигурно красиво можно наклеить, и в принципе ноги точно скользить не будут. Ну что же, ждем жирную дискуссию, ждем вас на тест-драйв, ждем версии самокатов, с которыми можно сравнить этого зверя. В следующем выпуске обязательно погоняем, все замеряем. И до новых встреч. Пока.